Всем привет, с вами МШ. Во время своего пути сюда я строил один план, но, как и водится в этой жизни, мои планы изменились из-за дождя, и поэтому я вынужден держать курс на другую точку, так как всю ночь я провел, прячась от дождя. До этой точки надо еще добраться, и во время пути я поснимал всякие разные интересности. Интересностей я уже чувствую, получилось довольно-таки много, поэтому я думаю, что их нужно объединить в отдельное видео. Ну а когда я уже приду на точку, сниму там тоже отдельное видео. Так что возвратимся часов на 18 назад и посмотрим, что же произошло за это время. С 18 часами я перебрал, конечно. Мы вернемся на 12 часов назад. Далее, по ходу видео, я еще скажу, куда направляюсь. Но для более лучшего понимания, пока вы видите эту карту, покажу на ней что да как. Я решил идти в сторону базы отдыха «Изумрудная». Нахожусь сейчас на третьей очереди строительства. Так что сегодняшнее видео будет посвящено 10-километровой зоне отчуждения. Мы с вами увидим, как выглядит зона вблизи Чернобыльской атомной. Для лучшей наглядности своих перемещений буду показывать их на спутниковых картах. Два масштаба – крупный и помельче. Надеюсь, исчерпывающе покажут вам, где я топал. Погнали! Уже близится время под утро, но, к сожалению, мне никак не начать выбираться из того места, где я нахожусь, потому что гремит, поливает. Сейчас немножко подослабо, потом пару минут назад поливало погромче, что я проснулся, и погромыхивает везде, поэтому пока что пережидаем. Косяк в том, что скоро посветлеет, и если дождь прекратится, то будет вопрос, как мне выбираться отсюда, потому что я буду на виду. Темнота все-таки помогает в этом плане. Но под такой дождь идти много километров — это не самый айс. Ждем. Погода, конечно, трудно предсказуемая вещь. Час дня, на улице солнце, и как будто ничего не было. Я, в принципе, смотрел по расписанию по интернету, но там тоже как-то не сообщалось, что будет такая задница, как была сегодня ночью. Так что в итоге я оказался днем на территории, с которой довольно-таки трудно выйти, и поэтому сейчас подсушиваю вещи, пока есть возможность. И надо немножко перекусить тушеночкой, подзарядить пауэрбанки. Пауэрбанки, на удивление, живы. В течение дня они набирают заряд не очень большой, вообще копеечный просто, то есть смысла особого, конечно, таскать их нету, но тем не менее хватает, чтобы хотя бы процентов на 5-10 подзарядить телефон. Это может сыграть важную роль в какой-то момент. Я сейчас сидел, соображал, как мне сделать так, чтобы не потратить этот день зря, потому что по логике нужно здесь, конечно, отсидеться до темноты и уже валить в сторону выхода. Продуктов у меня осталось немного, так как я брал все с ограниченным запасом. У меня электроника очень много килограмм весит, поэтому все просто нереально одному утащить. И еды я брал без запаса. Соответственно, она заканчивается. Сейчас я, по идее, по планам должен был быть в городке Чернобыль-2, но я нахожусь немножко далеко от него. Поэтому сейчас я поем, ломану в сторону городка базы отдыха «Изумрудная». Кто в теме, тот слышал. Посмотрю, что она из себя представляет на данный момент. Заодно поснимаю по пути, пока буду идти, потому что должны будем проходить такие интересные, красивые виды. И, в общем, об этом и будет наше сегодняшнее видео в итоге-то. Смотрю на прекрасную погоду, которая творится сейчас, и думаю, что если бы я сегодня прошел под дождем и пришел бы на Чернобыль-2, сейчас бы я ходил бы и снимал очень замечательную погоду. Но, с другой стороны, смотря на технику, которая вчера успела намокнуть, пока я шел с третьей очереди к месту своего укрытия, я понимаю, что правильно я сделал, что переждал дождь под укрытием. Потому что не могу я все спрятать в свои боксы, и вот даже камера, которая была у меня в сумке, видите, уже покрылась испариной, сейчас она уже подсушивается, конечно, но вода внутри — это не есть хорошо для техники. Камеру, на которой я снимаю, я уже подсушил. Сейчас вот сушу объективы. Одежда высохла. Поэтому с Чернобылем 2, как всегда, вышел обломчик. С другой стороны, походы такие нелегальные, их невозможно, в принципе, строить по плану. То есть, естественно, я выстраиваю какой-то план того, что я хочу посетить. И вначале он даже соблюдается, и даже пытается соблюдаться, а потом что-нибудь случается. Вот как, например, вчера дождь. Поэтому лучше уж дождь, чем собаки, кабаны или люди, которые меня заловят. Так что сходим в какое-нибудь другое местечко. А сюда будет еще, как всегда, повод вернуться. Ну что, господа, пока подсушиваются мои вещи, где-то часа 3, в 15 часов где-то ориентировочно, я собираюсь выдвинуться в сторону базы отдыха. Пока что загораю, но так как очень жарко, решил выкупаться в пруде-охладителе. Хотел показать такой момент. Пруд-охладитель — это искусственное сооружение, соответственно, искусственный водоем. Соответственно, здесь когда-то рос лес, там были какие-то полянки, прогалины и так далее. Ну и вот такое вот некоторое напоминание о том, что здесь был лес. Вот
такой вот пень. Туда, кстати, сейчас в отверстие ящерка заползла. Так что вот таким вот макаром. Ой, вот он, пенечек. Дно усеяно мелкими ракушками, по которым ходить более-менее приятно. Но особенно после берез, потому что в берцах, конечно, ноги ушатываются пипец. Слушай, вот такую тему не могу сказать стопроцентно. Это из разряда «слушай, где звон», что там, если много ходить в берцах, можно плоскостопие себе заработать. Вот. Ну, а с учетом, что у меня груза «мама, не горюй», то, конечно, ноги реально чувствуют. Вот просто по пяткам под конец уже перехода бывает уже так, ну, так болью отдает. Поэтому ходить босиком сейчас просто полный кайф. Ну, ладненько, давайте, что ли, окунемся. По поводу купания в этом пруду. Вода, конечно, здесь не проточная, но с учетом того, что до недавнего времени объем прудоохладителя обновлялся полностью примерно раз в год за счет закачки свежей воды из Припяти, то условно можно считать ее проточной. Вдобавок, те радионуклиды, что попали сюда во время аварии 1986 года, похоронены под слоем ила и песка. Так что я вполне спокойно набрал отсюда воду, и она была чиста в радиоактивном плане. Ну и это купание никак на мне не отразилось. Хотя, конечно, я старался купаться аккуратно, чтобы не наглотаться воды. Мало ли что. Вода очень теплая. Сейчас еще голову помою. Благо у меня все-таки шампунь-то с собой взята. Фух, конец сентября. А вода такая, как у нас летом в Питере. Шампунька из Хвостова. Не помню какого. Вроде калининградского. Вот и местные обитатели. Один, второй. Им тут рыбы, я думаю, должно сейчас хватать перекусить. Интересно, как обстоят дела с хозяевами. Ну что ж, время пришло. Я выдвигаюсь в сторону базы отдыха «Изумрудная». Ну и по пути рассказываю всякие разные вещи. Перед вами находится коса. Коса-разделитель, которая разделяет пруд-охладитель на две части. Эта коса здесь замкнута, а там где-то вдалеке она заканчивается непосредственно в пруде охладителя. Сделано это для того, чтобы вода, выходя из АЭС, по максимуму циркулировала по всей площади этого пруда. То есть, чтобы она не просто рядышком где-то взяла, вышла и обратно вернулась, а чтобы она полностью ушла, прошла и максимально охладившись, уже попала на АЭС по подводящему каналу. Соответственно, такая вот разделительная коса. Сейчас будем ее форсировать. Нам она не интересна на данный момент. В свое время здесь, видимо, был какой-то дебаркадер, но так как уровень пруда упал, понизился, то и дебаркадер вместе с этим уровнем ушел вниз. Рукомойничек теперь немножечко наискосок. Фух, перемахнул я через эту косу. С рюкзаком, конечно, не очень удобно. Иду опять по всяким разным дебаркадерам, а там находится здание, их там комплекс. Это бывший отдел, полевая база отдела по радиоэкологии, радиобиологии животных. Здесь, как я понимаю, разводили, после уже аварии, разводили животных, там рыб, там, ну и так далее. Не суть важно. И смотрели, как они себя ведут в условиях радиоактивного заражения, как они ассимилируются, приживаются и так далее. Но на данный момент это ничего не нужно уже. Так, вот эта железка сейчас подо мной, наверное, рухнет. А может и не рухнет. Оп. Да, очки на чистой голове вообще не держатся. С длинных волос слетают. Надо намочиться немножко, очень жарко. Нам вот на эту маленькую косу будем обходить мост и пойдем дальше вдоль берега, вон туда. Был бы я дома, я отсиделся бы, дождался какой-то прохладной погоды, более нормальной. Но здесь деваться некуда. Время, количество продуктов поджимают, поэтому волей-неволей приходится идти куда-то. Ну и заодно что-то снимать. Намочил футболку, повесил на голову, чтобы тепловой удар не схватить. Очки на глаза и чешу по берегу пруда охладителя. Дальше песчаная, точнее ракушечная отмель вдоль косы ушла под воду, и возникла идея идти поверху. Но поверху я становлюсь виден всем окружающим, да, и идти жарковато, поэтому совмещу приятное с полезным. Пойду босичком. Карабинчик рулит. Хотя бы один карабинчик в походе должен быть. Он уже не раз вручил мне в этом походе. Денис, спасибо.
Респект Доропеичу, подарил мне такую штуку хорошую. Сам бы я еще не скоро купил. Короче, мои чудо туфельки подвешены. Футболка опять ухождается. Чешем. Оказалось, не такая легкая задача, как я думал на первый взгляд. Закончилась галечная, точнее ракушечная отмель, по которой я шел. И начался такой конкретный уход в воду сразу после камней. И проблема в том, что вот с той стороны существует канал. Эта дамба как бы отсекла прудоохладитель от подводящего или отводящего канала. Здесь вроде подводящий канал, если я ничего не путаю. Так вот, существует фильтрация воды, поэтому песок здесь несколько разреженный. Ну вот я, пожалуйста, я иду, я двумя ногами сейчас стою. А если я становлюсь на одну ногу, то даже камни начинают проваливаться подо мной. И, в общем, я уже, честно говоря, просто подустал идти. А идти мне всего-то осталось там, на самом деле, метров 150. Но очень уж сложно даются они. Ну и да, еще маленький аспектик. Я еще обременен хилым по тяжести рюкзаком, который лишает меня некоторой, скажем так, грациозности при скачках на этих камнях. Да еще и босиком. Короче, не переломать бы тут пальцы себе или ноги. Красота. Полетели. Иду по берегу прудоохладителя. Фон в районе 100 микрорентген. Здесь вовсю чувствуется, насколько уже обмелел водоем. Ну, а чесать мне, конечно, тут еще несколько километров. Иду я не по дороге, иду я здесь по песку. С одной стороны, как бы на дороге, с дороги меня не увидят. С другой стороны, здесь я на песке оставляю четкие конкретные следы. Поэтому что оно лучше, что оно хуже, непонятно. Ладно, время покажет. Стоило только сойти на бывший берег, и фон сразу поднялся в несколько раз. Причем он мне просигнализировал, значит, было где-то и полмиллирентгена. У меня сейчас такой порог выставлен. Такие дела, я сейчас выхожу на дорогу. Чтобы крюков лишних не делать по берегу, все-таки решил по дороге пойти. Чуть быстрее будет. Дорога это неиспользуемая, точнее не основная трасса, но тем не менее по следам видно, что иногда здесь может кто-то проехать. Так что надо быть внимательным, чтобы это иногда в спину не уперлось. Так, если там особо впечатлительные особи есть, или те, которые сейчас набрали полный рот всякой еды, выплюните, в смысле проглотите ее, особи отвернитесь. Ну, на самом деле ничего особо такого серьезного, но некоторых почему-то мутить начинает. Свежачок, ну почти свежачок, кабанья лапка. Вот такая вот она, красивая. Или это не кабанья лапка? Ну, вроде на кабанья, похоже. Ну, я так, надеюсь. Сейчас любители пошутить по поводу всяких снорков, наверное, должны очень сильно активизироваться. Ребята, я продолжаю путь и снял то начало, которое вы видели, собственно говоря, в начале этого видео. Еще такой нюанс один блогерского похода. Мне нужно постоянно думать, сколько у меня получится роликов. Я потому что снимаю, ну, не все, но многое, да, то есть, ну, что мне кажется интересным. И поэтому по той же дуге, допустим, в прошлом году, когда я был, у меня получилось там 1,5 часа съемок, которые я разбил на 3 логически различающихся видео. Сейчас у меня получается немножечко не совсем системно, ну, как сказать, отдельные там видео из разряда третья очередь, там, школа там, или детсад, это понятно. Но вот сейчас, пока я иду, это действительно уже выходит отдельный ролик, и вставлять его как начало ролика о базе отдыха, но это будет, наверное, утомительное начало, скажем так, если кто-то хочет конкретно о базе отдыха посмотреть. Ну вот, поэтому я думаю, что так. А может быть, я там наснимал совсем чуть-чуть, а может, я наснимал много. Естественно, у меня с собой нету ноутбука. Некоторые думают, что я прямо здесь же монтирую, но на самом деле это не так, потому что это лишний вес. У меня и так электроники очень много с собой. Поэтому прикинуть, сколько я наснимал, ну, я могу чисто так вот, ну, интуитивно, за счет того опыта блогерского, который у меня уже накопился. Вот так вот я иду и гадаю, что да как я делить буду, что да как монтировать. А пока что тем временем вдали показывается стройный ряд линий электропередач. Часть из них без изоляторов, пустые.
Делаю снимочек себя на какую-нибудь аватарку. Пригодится. Интересно сделан переход проводов с одной ВЭП на другую. Здесь на этой металлической консоли самой правой опоре провода есть, левее на опоре проводов нету. Переходим сюда. Уже провода есть, а здесь проводов нету. Ну и там провода немножечко заканчиваются в воздухе. Видимо, эта линия электропередач стала не нужна. А вдали идут две цепи 750 киловольт, как я понимаю. Параллельно дороге идет прорытый канал такой. И я думал, что по спутниковой карте там тень на самом деле, он заканчивается, а фиг там был. Он так идет, идет и идет. А моя база, которая мне нужна, она находится вот, буквально за ним, в 10 метрах, блин. Ну чё, придется смотреть, можно ли его пересечь вброд. Потому что переплыть с рюкзаком я явно не смогу. Фу, блин, там еще дно, наверное, противное такое. Коряги всякие. Фу, задница, в общем. Ну что, мальчики и девочки, я проверил, что все-таки вброд можно перейти. Все это удовольствие, поэтому будем сейчас таскать вещи. Ой, не знаю, помещаюсь ли в кадр. Вот так вот. Ой, блин. Вода здесь, конечно, не самая. В первый раз в жизни я столкнулся с тем, что нужно искать брод. Никто из моих знакомых туда не ходил, так что разведывал боем. Меня напрягало даже не то, что там может быть радиоактивная жижа. Вода, скорее всего, была чистая в этом плане. Кстати, в будущем на поверку так и оказалось. Больше всего я опасался того, что не будет брода как такового, и придется эту канаву переплывать на спине. Поэтому я разделся и начал аккуратно нащупывать дно. Мне повезло. Глубина была чуть выше пояса. Дно, конечно, мерзотное, ил. Плюс коряги иногда встречались, так что после разведки главное было не навернуться с вещами. Этого бы электроника мне не простила. Но все обошлось. За несколько раз я перетащил все вещи, ничего не намочив. Да, дно-то, конечно, там илистое, противное такое. Ой. Малыш. С тобой я буду вязнуть еще сильнее. Да, противосина. Я уже с нетерпением жду реку Уж, потому что там приятное песчаное дно. В то же время там же ходят и конные патрули, и другие патрули. Ну вот, видите, такой канал, скажем так, бесконечный. Что в одну сторону, что в другую сторону. И вода здесь, кстати, похолоднее будет, чем в пруде охладителя. Ну окей, ладно. Жаль, я, конечно, намутил. Потом приду сюда. А, нет, вон вроде плывет водичка. Я, пожалуй, даже, наверное, наберу сейчас воды, чтобы потом сразу стартовать. Фу. Вот здесь я себя чувствую победителем по жизни. Разобравшись с одним каналом и пройдя буквально 50 метров, я уперся в еще один канал. А за ним идет уже возвышение, повышение к базе. Блин, время уже клонится к закату. Я сейчас пока буду с этими бородами разбираться. Солнце склонится, и все. И снимать это уже нечего будет. Блин. Не зря прошел дальше. Увидел небольшую насыпь, преграждающую этот канал, или, я не знаю, естественный водоем. И поваленное дерево. А здесь уже кем-то даже досочки проложены. Так что люди здесь ходят эпизодически. Оказался внизу вот такого вот оврага мощного. По бокам остатки зданий. Здесь на самом деле рядом еще деревня Лилев находилась. Одноименная КПП также здесь находится неподалеку. Поэтому как бы тут не попутаться, что да где. Потому что метки у меня на карте гласят, что там, где должен находиться этот изумрудный, находится
Лилевское вообще лесничество. Я вот думаю, не закрылась ли какая ошибка там. Ну, в общем, пока что иду по оврагу, но надо уже поподниматься наверх. Но он очень крутой. Реально крутой. С моим рюкзаком не самая удобная вещь, но, в принципе, деваться некуда. Давайте поднимемся наверх. Блин. Сползаю, блин. Дождь еще прошел. Земля сырая. Да, рюкзачок добавляет, конечно, удовольствие. Хорошо, что воду сразу набрал, хоть возвращаться не придется. Домики, домики. Кому же они принадлежат, домики? Лежат яблоки, и в воздухе разносится дивный аромат созревших яблок белого налива. Но мне уже времени мало, чтобы дозиметром мерить яблочки. Озона здесь есть неплохо светящие, то есть наугад. Яблочко тут кушать не надо, поэтому пройду мимо, блин. Но сейчас бы с удовольствием, конечно, захавать бы. Ой, ладно, хорошо уже сегодня в сторону дома. Там хоть поем нормально. И фруктиков в том числе. А еще нельзя забывать вот про этих наших друзей, блин. Где он там? Подвода. О. Поэтому здесь и надо носить обувь. Обувь повыше. И заправлять штаны в нее, потому что клещей в траве, мама, не горюй. Да, 30 лет оставляют следы в судьбе зданий. Фух. Ну, в принципе, я где-то на территории. Теперь осталось разобраться, где главная дорога и где что. Это, конечно, мне нравится в походах. Что в итоге-то? Я пока сюда зашел, уже солнце садится вовсю. И видел я тут пару домиков. Но 20 минут, оставшихся до захода, мне явно не хватит, чтобы что-то здесь нормально успеть рассмотреть. Это все будет в бегах. А идти мне сегодня километров эдак много, наверное. Ну, я так точно не скажу. Навскидку 25-30, там, с бродами совсем, чтобы выйти. Хочу за раз дойти и выйти. Поэтому вместо беготни... Вы уж меня простите, оставляю вас без ролика про базу отдыха «Изумрудная». Хотя я вот нахожусь на одном из местечек, где отдыхали, видимо, ребята, наслаждаясь красивым видом Полесья. Так к чему я? Я лучше сейчас посижу, немножечко отдохну, чуть перекушу, попью водички, поем орешков, а может быть даже тушеночки съем. И рвану вперед на выход из ЧЗО. Надеюсь, мне удастся выбраться из зоны. Селенок хватит и так далее. В следующей серии вас ждет моя выброска из ЧЗО. Silent Hill, животный мир, напряг от неизвестности в конце, измочаленные ноги и многое другое. Оставайтесь на канале. Ребят, я с вами прощаюсь. До новых роликов. Лайк, подписка, репост. Ездите, путешествуйте. Не обязательно в ЧЗО, просто ездите, путешествуйте. Не сидите дома на диване. Изучайте, познавайте мир. И рассказывайте об этом другим. С вами был Мшам. Пока-пока. Удачки.